Всем привет, с вами проект SoulFinder. Сегодня в студии у нас рубрика «В гараже у Сержа». И основной темой сегодняшнего разговора будет не только эта модель, но и линейка Uptempo в целом. Линейка Uptempo очень специфическая история. Когда она появилась, в 95-м году, наверное, в 94-м, подразумевалось, что в линейке Uptempo у нас идут кроссовки с баллоном по всей длине стопы. Чуть позже мы стали видеть, что есть модели, где там баллончик только в пятке. А спустя еще какое-то время мы поняли, что Uptempo вообще не имеет никакого отношения к наличию баллона как такового видимого. То есть, да, внутренние баллоны, конечно, есть, но как вариант Kobe 1 – это кроссовки с отметкой Uptempo. И причем тут Uptempo в представлении 10 лет спустя мы тогда понять не могли. Но в целом линейка Uptempo, она еще время от времени показывает себя. Иногда на каких-то кроссовочках сзади пишут. Иногда такой специфический символ Uptempo, вы его сейчас увидите, появляется на некоторых кроссовках. Но в целом вот сама по себе линейка Uptempo, она такая очень-очень многогранная. Но не все кроссовки в линейке Uptempo интересные. Вот данная пара 2005 года как раз была в эпоху, когда была куча каких-то Uptempo, и это просто бюджетные кроссовки, в которых есть баллон, да, он скрытый, он может быть скрытый, закрытый Air Max, может закрытый Zoom, но просто сами по себе кроссовки Uptempo не все интересны. Но линейка интересна. Итак, сегодня в студии кроссовки Nike Air Uptempo Pro. Пара принадлежала Дэймону Стадемайеру во времена Grizzlies. У меня есть еще и не одна его пара, потому что Дэймону благоволили боги Nike, и он получал кучу Player Edition'ов и играл в них. Эта пара одна из самых маленьких, его размер один из самых маленьких в моей коллекции. И пара 2005 года. Что из себя представляет Uptempo Pro? Мне интересно, кто-то, прежде чем я это скажу, сможет предположить, на что эти кроссовки похожи. Можно вот нажать на паузу, взглянуть. И да, я думаю, что многие смогли заметить, на что похожи эти кроссы. И об этой паре я уже сегодня говорил. Данная пара Uptempo Pro, она произведена для Стадемайера. Есть Амара, есть Дэймон, и у них по-разному пишутся фамилии. Но это просто так, к сведению. Данная пара имеет вышивку Biggie. Я думаю, что в обозримом будущем я еще об одних кроссовках Стадемайера расскажу, потому что они тоже очень-очень знаковые для России. Вот Джон Роберт Холден их топтал. Поэтому поговорим о них обязательно. В расцветке Grizzlies. И да, эта пара напоминает нам с вами кроссовки Kobe. Первые кроссовки Kobe Брайанта. Nike Zoom Kobe 1, на которых есть пометка Uptempo, а на этих кроссовках есть логотип Uptempo. И вот этот вот магический логотип раньше, до выпуска вот этой пары, до вот поколения непонятных Uptempo, говорил нам всегда о том, что это будут очень мягкие и отзывчивые кроссовки. Говорил. Но данная пара, благо, относится как раз к числу тех, где с амортизацией все супер. И это кроссовки, в которых ребята выступали в NBA очень активно. Во-первых, потому что они премиальные. Во-вторых, потому что на тот момент Nike вот раскручивал очередной раз спираль Uptempo. В них выступали Ману Жинобили. Это из тех, кто прям много в них играл. Это Тони Паркер. Его расцветка даже была доступна к покупке. Это был Рашард Макканс, про которого я говорил в видео про Windmill. Он много тогда получал именных расцветок. Это Пенни Хардуэй, это Стефан Марбери, это Бен Гордон,
Это куча ребят, всех не вспомнишь, но вы уже поняли, что это на данный момент звезды. Я не упомянул еще одного человека, потому что для него эти кроссовки, такие тоже знаковые, до момента перехода в Jordan Brand, Крис Пол выступал в Uptempo Pro. И выступал он в них довольно неплохо, так сказать, получалось. И если я не ошибаюсь, Крис Пол, по-моему, даже в 2004 году в них выступал. Нет, у меня в голове есть, как кто-то в них бегал на Олимпиаде. Может быть, это какой-то чемпионат был. Не помню. Попробую. Если найду фотографию, она уже появилась. Эти кроссовки являются таким продуктом высокотехнологичным. И вы можете видеть в них нестандартные решения в этих кроссовках. И много в этих кроссовках мы не видим. И это времена, когда еще кроссовки не резали так активно, как сейчас, и не описывали так активно, как это делают сейчас, чтобы мы могли прям с вами быть свидетелями того великолепного строения продукта. Давайте чуть детальнее я попробую рассказать об этих кроссовках, опираясь на внешний контур. Итак, это у нас натуральная кожа. Натуральная кожа, она белого цвета в этих кроссовках. Есть ненатуральное синтетическое обрамление, идет на носовой части. Есть вот этот вот толстый шов с двойной прострочкой по периметру. Свушек из еще какого-то дополнительно металлизированного материала. И пяточная часть, что-то сатиновое, похоже. Да. Похоже на носовую часть. С внутренней стороны у нас есть выступающий протектор, и это даже непривычно, потому что кроссовки тех поколений, им не особо уделялось внимания. Возможно, из-за того, что это все такие вот small forward были яркими представителями этой модели, и им нужен был дополнительный зацеп, они все подряд. Может быть, из-за этого кроссовки имеют протектор на выступающей на боковой грани. На носовой части протектор тоже немножечко вылезает на носовую часть. Есть как будто бы ячейка для того, чтобы прострочить нос, но нет. Я думаю, что она выполняла такую функцию. Если у вас начал отклеиваться нос, идите, прострочите, и здесь все будет гладенько, никому не будут мешаться ниточки. И внешним контуром мы имеем с вами очень нестандартный аутриггер, где карбоновая пластина, не могу сказать точно какой геометрии, выступает поддержкой. То есть у нас имеется выступающий аутриггер из синей резины, синей подметки. Он же немного заходит на карбончик, который, сливаясь с пеноматериалом, фиксирует стопу. То есть он находится, этот элемент находится выше уровня стопы и не дает заваливаться, не дает выезжать. И самое любопытное, является ли эта карбоновая вставка элементом буквы Г. То есть располагается ли внутри продолжение этого элемента карбонового. То есть идет он буквой Г, или может быть это большой карбоновый элемент, который уходит сюда. Я этого не знаю. Не уверен, что это супер важно. Хотя ладно, это важно, конечно, но не супер важно, потому что сам по себе прецедент карбона на боковой грани уже о многом говорит. Также мы видим с вами сквозные отверстия. Да-да-да, вот эти вот дырочки, вот туда заходит воздух и с внешней, и с внутренней стороны. Такие вот отверстия, тоже нестандартное решение, чем-то напоминающее Nike Free технологию. Согласны? На шнуровку, мы обратим внимание по привычке, это 4 нейлоновые полоски, которые уходят в глубину, и 2 сквозных отверстия для дополнительного натяжения уже на верхнем контуре. Высокие кроссовки, есть такой дополнительный подик из матового желтого материала. Матовый, он прям какой-то прорезиненный. И логотипчик Biggie. Biggie — это не единственный логотип Стедемайера, у него был еще какой-то, и если найду, он сейчас появится в кадре. Логотип Uptempo и подошва. Переходим к подошве, хотя мы уже тут многое затронули. Это открытый баллон Air Max крупноразмерный, такой пяточной зоны.
Мы видим с вами дополнительно карбоновый элемент в средней части стопы. Кроссовки вращать я не буду, не просите ни за какие деньги. Носовая часть — это все елочка, отличная елочка. Резина с годами уже приобрела такой, не знаю, как это показать, деревянный формат. В общем, она не гнется, она уже скользкая, гладкая, такая, как засаленная получается, просто от времени, потому что она дубеет. И на белых пятнах у нас более крупный протектор, но основная задача его не ясна. Что я могу сказать? В передней части, по моим ощущениям тех лет, располагается баллон Zoom. Не доказать это, не опровергнуть я не могу. То есть, если, опять же, при монтаже этого видео я найду каким-то чудесным образом эти кроссовки в развалившемся состоянии, я добавлю картиночку сюда. Но шанс маленький. И надпись Engineered for Propulsion. Что бы это ни значило. Второй башмак. Он не был предварительно расшнурован. Я думаю, что когда-нибудь кроссовки в прямом эфире порвутся. Но не сегодня. Итак, расшнуруем их дополнительно и заглянем во внутренний мир. Может ли там быть еще что-то интересное, о чем можно поговорить? Да, я уже вижу, что есть. Я уже вижу, что есть кое-что, на чем мы заострим внимание и проведем параллели с будущим. Чтобы вы понимали, через что приходится проходить в сборе коллекции 2019 года. Газета из Китая. Спасибо, друзья. Друзья кроссовконеры, неважна национальность, спасибо, что продали мне эту пару. Итак, что у нас с языком? Мы видим с вами накладку на язычке. АСМРная, кожа, бигги, большой язычок, очень много набивочного материала, прям супер перинка, не супер плотная, супер мягкая перинка, и она практически вся такая вот в этом отрезке. Ниже уходит более тонкое, но что-то тоже такое нейлоновое, сапожкового типа кроссовки, неопрен темно-синего цвета, больше половины длины стопы, что хорошо. Плотное, наверное, было облегание. Я уже этого не помню. Просто помню, что они технологичные и удобные. Нейлоновые полоски вы можете наблюдать таким образом. И внутренний мир этих кроссовок в пяточной части стеганый такой, килтед. Набивочного материала много, но он такой очень-очень-очень ватный. Не совсем стандартно по нынешним меркам. По нынешним меркам технологичности. Так, стелечка вроде идет... Поддается, да. Да, поддается и не рвется. И на ней надпись Elite. Помимо надписи Pro в названии индекса, это еще линейка Elite, к которой... Я, кстати, никогда не обращал внимания, что Elite по-любому читается Elite. Никогда не обращал внимания. 20 лет с этим живу и даже не крутил, не вертел. Но у меня есть еще элиты, о которых обязательно стоит рассказать, потому что элиты были Air Max, и Шоксы были элит, и Air Max по всей длине были элит. Да, мы о них точно поговорим, потому что там было не одно поколение. Итак, внутренний мир. Ну, тут особо ничего интересного нет. Какие-то индексы, прострочка, отверстие для наблюдения за баллончиком Air Max в пяточной части. И подходит к концу разговор и про Uptempo линейку, и про Uptempo Pro модельку. Я думаю, что это очень важная история для баскетбольных кроссовок. Для баскетбольных кроссовок, потому что очень много звезд в них выступало. Все те, кто сейчас входят в зал славы, они где-то там на горизонте выступали той эпохи. Я думаю, что все ребята, которых я перечислял, а также вот этот вот списочек дополнительно игроков,
Это все в большинстве своем супер респект. Поэтому важно было проговорить, что есть Uptempo Pro для истории. С вами был Серж. Обязательно подпишитесь на нас. Если вам нравится рубрика «В гараже у Сержа», она называется NBA Player Editions на канале, и под нее есть отдельный плейлист. Если вы что-то упустили, рекомендую погрузиться туда. Может, что-то из этого много лет назад у вас было, и вы проностальгируете. До новых встреч!